Привет всем! В этом видео сделаю обзорчик GPS трекера Micodus MV720. Ссылочку на него оставлю в описании. Очень интересная моделька. Это GPS трекер, который выполнен вот такой форме релюшки. То есть обычное автомобильное реле, которое используется там для включения фар, бензонасоса, других электроустройств. То есть стандартная обычная релюшка. То есть с виду вообще невозможно определить, что это какой-то GPS трекер и сигнализация. Вот у нас в комплекте идет инструкция, сам трекер. Это у нас такая лопатка, чтобы открывать его крышечку. То есть нам нужно будет забраться вовнутрь коробочка. И для работы нам понадобится сим-карта. Сим-карта подойдет любого оператора. Главное, чтобы на ней был интернет. То есть для полноценной работы нам понадобится интернет. И чтобы трекер мог отправлять сообщения, то есть либо какой-то тариф, либо деньги на счету, потому что мы будем подавать смс-команды, и для того, чтобы трекер нам смог ответить, он будет присылать нам смс-ки. То есть если не будет денег на счету и не сможет отправить смс-ки, то мы в ответ не получим ответ на команду, которую мы подали. Поэтому лучше всего, чтобы на счету были деньги и интернет. Тогда будет все стабильно и нормально работать. Карточка вставляется внутри, здесь нет никаких кнопочек, то есть мы карточку вставили и трекер заработал. Встроенный аккумулятор здесь даже есть. От встроенного аккумулятора где-то 3 часа будет он работать в автономном режиме. Здесь аккумулятор маленький, размер трекера тоже небольшой, поэтому продолжительность работы в автономном режиме у него небольшая. Но аккумулятор нам нужен для того, чтобы если вас там обрезали трекер, либо отключили основной аккумулятор в машине, украли, то вы об этом узнаете, вам придет уведомление, что пропало питание, трекер вам об этом сообщит, и также некоторое время вы можете отслеживать автономно автомобиль. Сим-карта вставляется в лоточек, вот сюда мы ее вставляем, прорезью вниз вставили. У нас здесь есть где-то индикаторы, вот они, светодиоды. Один индикатор обозначает у нас сеть мобильную, а второй GPS спутники. То есть, когда они будут гореть, то значит и спутники, и сеть у нас пойманы. Вот сеть у нас поймалась, синий светодиод горит, зеленый светодиод мигает, потому что спутники еще не пойманы. Потому что я нахожусь в помещении, здесь бетонное перекрытие и крыша, поэтому для того, чтобы поймать спутники, нужно будет его положить либо на окно, вообще на открытом местности оно должно располагаться, чтобы был хороший прием спутников. Поэтому, когда вы устанавливаете в машину его, обратите внимание, что под капотом спутники могут ловиться плохо, потому что вот этот вот GPS-приемник, он будет накрыт металлом. Лучше располагать его где-то на открытом месте, это либо под торпедой, она пластиковая, сигнал пройдет. Либо можно устанавливать его в пороге автомобиля, там идет проводка, место он занимает мало и можно разместить его там. Как раз в этом трекере есть функция отключения бензонасоса, а проводка к бензонасосу обычно идет в пороге, то можно подключить его и установить там. Как раз будет очень удобно. Подключается он через вот эту фишку, то есть он просто сюда одевается, а здесь у нас подключение проводов. Красный и черный это у нас питание. Черный минус, красный плюс. Здесь есть свой еще предохранитель, внутри стоит маленький, то есть если в случае каких-то неполадок, то предохранитель вас спасет. И для питания я подключу его к блоку питания. На красный провод мы будем подавать плюс. Я подаю 12 вольт, трекер работает от 10 до 40 вольт, поэтому можно его использовать в автомобилях с бортовой сетью 12 вольт, в грузовых автомобилях, где у нас сеть 24 вольта, и можно использовать, так как он очень маленький, удобно его и будет использовать в каком-то портативном транспорте, либо самокат можно установить, либо мотоцикл, мотороллер. Питание от 10 до 40 вольт, даже если у вас, например, на 48 вольт электротранспорт, то можно будет поставить понижающий преобразователь, понизить напряжение, например, до 24 либо до 12, и можно его устанавливать. Места он много не занимает, а работает отлично. Так, подключаем плюс. Вот у нас питание пошло. Вот трекер у нас запитан, и для определения местоположения, в принципе, он уже готов. Вот эти два провода нужны для того, чтобы отключать бензонасос, либо какую-то другую можно отключать, например, катушку зажигания. Так же само разорвали цепь, катушка отключилась, двигатель заглох. То есть можно либо бензонасос, либо какую-нибудь другую
электронику. Подключается очень просто. Во-первых, здесь есть схема подключения. И схематически изображено, где что нужно разрезать и в какой разрыв цепи подключить. То есть вот у нас плюс идет на синий провод к бензонасосу. Мы его разрезаем. Вход питания мы подключаем сюда, выход сюда. Также по отзывам с AliExpress я там почитал, увидел, что многие не могут понять вообще, как работает вот эта вот вещь отключения бензонасоса. Сейчас я покажу, в чем дело. Возьмем мультиметр. Вот у нас по умолчанию реле мы подключили, и вот это замкнуто. Но здесь стоит твердотельное реле. Если мы его начнем прозванивать, вот я в режим прозвонки включу. Вот он. То есть реле у нас сейчас включено, бензонасос включен по умолчанию. Мы его можем отключить, потом заново включить. Но когда мы начинаем прозванивать контакты, то у нас контакты разомкнуты. Здесь стоит реле твердотельное, то есть какой-то там либо транзистор, не знаю, внутри стоит, я не разбирал, то он у нас просто пропускает плюс, либо не пропускает, то есть короткого замыкания нет. Нельзя минусом управлять, только плюсом, то есть у нас идет плюс. Вот у нас замыкания нет, то есть многие, я думаю, померяют и подумают, что это устройство не работает. Но если я, например, возьму лампочку, я ее уже много раз использовал в видео, и подключаю вот сюда на минус. Зеленый это у нас выход. А сюда мы будем подавать питание на вход на бензонасос. Вот я подаю плюс, и лампочка загорается. То есть синий и зеленый, если прозванивать, он не замкнут, но плюс он пропускает. То есть плюс на вход идет, потом плюс пошел на выход, и бензонасос будет работать. А если мультиметром звонить, то контакта нету. То есть вот мы подключили, и все работает. Потом я, когда буду настраивать, я покажу, как его удаленно уже включать-выключать. Крышечку мы закрываем обратно. И теперь я покажу, как его настраивать. Для этого нужно будет нам скачать приложение. Мы будем сканировать QR-код. Вот, ссылочка на приложение. Либо в Play Market найти. Вот оно название, Micodus. И скачиваем его с интернета. Заходим в Play Market, пишем Micodus название. И вот наше приложение. Нажимаем установить. Сейчас оно скачается. Циферки. Вводим их. Пароль стандартный 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вы потом его можете поменять на свой. Мы его включаем. И вот, кстати, уже показывает местоположение. Показывает приблизительно, потому что он показывает по телефонным вышкам. А вот теперь связь поймалась полностью. И даже под крышей, то есть у меня плита перекрытия, потом идет металлическая крыша, он ловит отлично. Вот сигнал GPS есть, и он показывает уже точное местоположение. Даже я никуда на открытое место не выносил. В принципе, все работает, при том, что я его еще ничего не настраивал, никакие PN-адресы, то есть оно уже было изначально настроено. Теперь по SMS-командам, что и как нужно настраивать, если у вас не отображается местоположение, еще ничего не работает. Мы берем на номер сим-карты, которую мы вставили в трекер, нужно привязать свой номер телефона, с которого вы будете управлять, чтобы никто другой не мог воспользоваться, кроме вас. Мы отправляем SMS-команду admin, стандартный пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, который мы еще не меняли, и потом номер телефона ваш указываете. Без плюсика просто там 38 либо 7912, то есть вы берете код города и номер телефона. Я свой показывать не буду, но он здесь пишется дальше. Вот так вот он вводится и отправляется смс. В ответ нам приходит смс-ка admin OK, то есть ваш номер телефона уже привязан, и никто другой не сможет там перенастроить или отследить ваш трекер. Дальше нам нужно будет отправить смс с APN адресом. Эта настройка нужна для интернета, то есть мы пишем APN, пароль стандартный 1, 2, 3, 4, 5, 6. Если вы уже свой пароль поставили, то пишите свой пароль. И
Пишите слово интернет, это APN. Ну, практически сейчас во всех телефонных операторах APN-адрес это у нас слово интернет. Может, в каких-то других операторах другой APN-адрес, то вы вводите уже свой. APN-OK, вот трекер подтвердил команду, то есть у нас интернет настроен. Также, если у вас трекер работает, смс-ками присылает координаты, но на сайте не отображается, может быть, нужно указать IP-адресы и порт. Также мы отправляем смс-команду админ и пароль, пробел. И тоже с инструкцией, эта информация я беру всю с инструкции. 254 70.77.28. Потом ставим пробел и порт 7720. Это настройки, чтобы на сервер передавалась информация о местоположении. Вообще эти все настройки, они должны быть по умолчанию настроены, но бывает такое, что они не настроены. Местоположение можно определять с помощью смс-ок. То есть, например, если мы не пользуемся интернетом, то мы можем отправить команду G 1, 2, 3, 4, 5, 6 это пароль и решетку. Отправляем команду. И в ответ нам придет смс с местоположением. Тут будет ссылка на Google карту. Вот в ответ нам пришла ссылка. Мы по ней можем перейти. Открывается Google карты. И вот показывают местоположение. Теперь расскажу по приложению, что мы можем здесь делать. Во-первых, определять местоположение, где автомобиль находится в данное время. Включено ли зажигание, его скорость, тут, ну и другие характеристики, там напряжение сети, количество спутников, это все в принципе понятно. Можно просматривать передвижения автомобиля, которые были раньше. Сервер сохраняет 180 дней истории местоположений, то есть где машина ездила вчера, позавчера, в прошлом месяце, это все сохраняется. Можно просматривать, выбираем дату и просматриваем, загружаем информацию, и по карте мы можем просмотреть. Можно задавать геозону. Вы устанавливаете геозону. Если ваш автомобиль либо самокат выезжает за эту зону, то вы получаете уведомление, что ваш автомобиль покинул эту зону. Вот зону вы указываете на карте, тоже устанавливаете. И дальше по настройкам. Это вы управляете с помощью вот этих команд, которые здесь есть, управляете трекером. Вы можете отключить бензонасос. Отключаем бензонасос, отправляем команду. Бензонасос у нас отключается, он имитирует неисправность. То есть он 1 минуту будет вот так включаться, выключаться. Ну, и имитирует какую-то неисправность. То есть что он не сразу выключился, а по чуть-чуть. То есть машина будет там глохнуть, дергаться постепенно. В течение минуты мигает, потом отключается. Так положено, вот так запрограммирована эта работа. Включается так же самое. Вы нажимаете «Восстановить подачу», и у нас лампочка загорается. Вот сразу мгновенно сработала, лампочка загорелась и продолжает гореть. Следующие команды «Поставить на охрану». В общем, мы нажимаем, ждем ответа. Вот, команда вернулась, все. То есть у нас здесь есть датчик вибрации, это как сигнализация работает, как GSM-сигнализация. Если мы берем этот трекер, начинаем дергать, там шатать, стучать, ну по машине какая-то будет вибрация, какие-то шумы. Вот у нас уведомление сразу выскочило, что у нас алярм сработала, сигнализация, дата, время, вот, и пришло уведомление. Дальше мы снимаем с экрана, то есть если нам нужно отключить. Дальше у нас просто идут настройки. Там временной интервал – это время определения местоположения, то есть как часто вам будут присылаться координаты. Но чем больше у нас будет, чем чаще будут присылаться координаты, тем больше будет тратиться интернета. То есть устанавливаете какое-то среднее значение, выставляем часовой поезд, чувствительность датчика вибрации. Вы тоже выставляете вот значение, чтобы не было ложных срабатываний. То есть просто мимо какой-то автомобиль, мимо вашего проехала, сработала сигнализация. Чтобы этого не было, вы просто там чувствительность пониже ставите. Настройка тревоги движения. Это если ваш автомобиль переместился, тоже приходит уведомление. Ставите там в метрах, на какое расстояние он сместился. Но там маленькое значение тоже ставить нельзя, потому что
Например, если вы заехали в какой-то открытый паркинг и сеть может потеряться спутников, и это местоположение может тоже двигаться, то есть там погрешность появится в определении, то вы там ставите там 10-20 метров местоположения, чтобы тоже не было ложных тревог. Устанавливаете максимальную скорость, например, у вас автомобиль в аренде, и вы ставите ограничения, чтобы знать, если человек превышает скорость, вам тоже придет уведомление, там, если он разгонится больше какого-то выставленного значения. Дальше это все сброс пароля, перезагрузка устройства, если какие-то глюки появились. В принципе, тут все понятно. Вот так работает данная модель трекера. Если что-то непонятно, спрашивайте в комментариях, подписывайтесь на канал. Ссылочку на трекер я оставляю в описании. Всем пока!